Приехал на шиномонтаж. Вот такой шиномонтаж. Тут прицепы переобувают. Там дальше еще один бокс. Вот, проверяют сейчас давление в задних колесах. Спереди было. Он еще надувал, не знаю сколько было. Не сказал, типа, ну, в районе нормального. А задняя внутренняя, вот которая внутренняя, была вообще 6,3 атмосферы. Дали уже работу, в 15:30 загрузка. Надо сейчас будет быстро сделать это все, лететь, брать простой прицеп и скакать на загрузку. Приехал цепляться, а тут получается мой прицеп стоит зацепленный вот этой Сканией. Ну там с виду он спит походу. Как бы он зашторен, но он уже расшторивается. Ладно, пойду сейчас спрошу. Да походу будет он расцепляться, а я цепляться. Пошел к пацику, спросил, он говорит, мне вообще сегодня домой ехать? Я, говорит, не знаю, говорит, стою, жду, что мне, говорит, расцепляться, не расцепляться. Ну, короче, пока они вот разбираются, мы стоим, все ждем. Я грушки хаваю. В принципе, прикольно, ну, если он поедет. Там 80 километров, ему мотнуться туда, загрузиться, выбросить в порту. Выбросить в порту прицеп. И все, и на паром домой. Ну, походу, да, походу он поедет. Потому что он уже завелся. Короче, что-то непонятно нифига. Едет он или не едет. А, едет, да. Все, угнал он. Значит, я стою дальше, чего-то жду. Люк открыл, уже тепло на улице. 2 часа дня, реально 2 часа дня. Я еще ни хера не выкатал из своего времени ездового. Ну я, правда, уже даже за загрузку нигде не успею. 4 все, закрывается. Новый прицеп, полностью новый, вообще, ну я не знаю, мне такое чувство, как будто он первый раз едет. Потому что на нем даже грязь, видите, какая свежая. Все все нулевое, только резина вот почему-то подтертая с этого боку. Ну ладно, прицеп с пломбой, ну груз сам с пломбой, все новенькие эти. Здесь даже видите, смазка еще свеженькая, все такое прям классное. Фары новенькие, грязи нигде нету, вообще красота. Но сложности две. Первая, давит на ось 27, на заднюю ось давит 27,6. Может быть, перегруза и нету. Получается, на каждую ось по 9 тонн. Но может на какую-то ось давит больше, на какую-то меньше. Хотя с виду... Ну это, наверное, кальмары таскали так. Позаворачивало. Видите, тоже тут полизанная вот резина. Вот здесь до этого момента полизанная как-то. Ну как-то неприродно она поджата. Ладно, не мои проблемы. Ну и самое веселое, на этот прицеп нет документов. Тут запасная или не запасная. Вот еще одна. Нету документов. Придется ехать без документов. Опять. Вот такой прицеп. Высоко поднят. На заднюю ось давит всего. Как ебанет сейчас. На заднюю ось 10 тонн давит. Вот смотрите на эту махину. Все время его контейнер. Подъезжает, берет целиком, поднимает его и ставит куда хочет. Сегодня дали ночную первую работу. Типа надо разгрузиться ночью. С 12 до 6. Ну я ночью с 12 до 6 сплю. Сказали, что едем без документов. Едем без документов. Ну едем без документов, значит едем без документов. Ничего, что с этим не поделаешь, правильно. Ну никто сейчас не пойдет в МРЭО оформлять документы. Пробка. Причем еще и где-то в туннеле.
туда я поехал. GPS пока обновился. Я уже тут один раз разворачивался. И тут как назло пробка века. Я выехать могу здесь? Походу нет. Да, там я посмотрел, очень много побежать. Километров 100 я кругаля дам. Ну это совсем фантастика. Что, придется ехать стоять. Нечего тут смотреть. В принципе, пробка обыкновенная. Без какой-либо фантастики, которой надо тянуться несколько. Я думаю, минут за 30 справлюсь. Забавная история. Кальмарон. Короче, приехал на предприятие на разгрузку. У них разгрузка грузовиков с 12 часов ночи до 6 часов утра. Только. Вот. И мне, получается, надо попасть на разгрузку и закрывать смену. У меня пятнашка заканчивается. Ну, я, правда, поздно открыл. У меня в 2 часа ночи заканчивается пятнашка. Вот, и мне надо попасть на разгрузку. Стоит вон фура спереди, Ultimate Este. А у меня чай закончился. И так хочется с утра чая. Я пошел, сзади фура стоит с фином. Подошел, спросил, говорю, типа нету чая? Он говорит, нет, сори, типа нету. Пошел, думаю, пойду здесь прошу. Подошел, спросил, есть чай? Говорю, дай один. Ну, говорю, типа, один, типа, больше не надо, куплю. Дал мне один пакетик. Ой, и так постоянно. Что не попросишь, тебе навалом. Насыпят, дадут. Ну и сам точно так же. Только подходят, вот вчера подошел, попросить седло передвинуть. Я бросил телефон и проснулся, ноутбук, и пошел ему двигать седло. Мучались минут 20. Ну, подвинули, все, тоже спасибо сказал, я погнал заниматься своими делами. Так что, вот такая вот взаимопомощь у дальнобойщиков. Съехал с дороги. Ой, смотрите, какой он подчесанный, этот мост. Ну, у меня 4 метров нету точно. Я на всякий случай медленно зашел. Вот, когда съезжаешь с дороги, обычно начинается самое интересное. Вчера, конечно, получилась интересная выгрузка. Я простоял вчера полдня. Мне дали работу поехать забрать во второй порт прицеп. Прицеп был под пломбой. Внутри лежал металл. Все как бы классно. Одно неприятно было, это то, что выгрузка с 12 часов ночи до 6 часов утра. Вот, и я попал, когда туда на выгрузку, я приехал в 9 часов вечера, и к этому времени я уже не спал порядка, сколько? 16 часов. Мне 3 часа нечем было заняться, я лег, поспал 3 часа. Потом проснулся, поехал на выгрузку. 2 часа занимался выгрузкой. Выскочил с разгрузки и полетел на ближайший паркинг. Приехал на первый, он занятый. Приехал на второй, он занятый. Приехал на третий, на третьем как попало приткнулся, потому что оставалось 12 минут до конца 15-часового рабочего дня. Приткнулся как попало. Закрыл смену, ну и все как бы. И попросил начальство свое, чтобы больше мне ночных работ не давали. Я привык спать по ночам. И мне это очень-очень сильно не нравится. Ну и попросил, как бы сказали, что хорошо, мы поменяем. Тебя больше на ночные смены больше ставить тебя не будем. Ну и все, собственно. А сейчас еду еще 5,5 километра до загрузки. Новый прицеп — это вещь. Все новенькое, все
трещотки новенькие, ремни все целые. Все работает, все быстренько складывается, все вообще, короче, я довольный. Ну так за 5 минут раз разобрался. Досточки все заводские, тоненькие, легенькие. Поснимал, все здесь работает. А еще со вчерашней разгрузки остались вот эти доски. Они, видите, вот здесь металл лежал. 27 тонн аж попродавливало. Вот. Они, короче, идеальные. Их не надо не трогать, не менять. Так и оставлю. Короче, новый прицеп — это одни позитивные эмоции. Правда, я его сегодня отдаю. Отдам в порт, и он поедет. Короче, деревяшки просто тупо выезжают. Вот такой вот маленький карман. Ну, так хорошо видно. Маленькое окошко. И выезжает древесина оттуда. А там в конце ролик стоит стопорный. Конвейер. Когда, вот смотрите, сейчас подымет. Желтый там внизу под пачкой. Раз он поднялся. И теперь туда следующая пачка подъедет. Упакованная, красивая, в пачке, в целлофане, для хранения на улице. Вот он, нормальное, здравое производство. Блин, ветер дует, холодно. 2 человека, получается, развозят просто с огромной скоростью колоссальные объемы древесины на нормальных погрузчиках. Приятно смотреть, как работают. Даже доски сверху на упаковке кладут, чтобы упаковку на упаковку можно было ставить и не нужно было водителю выходить из машины. То есть на каждой упаковке сверху лежат досточки, 3 штучки, чтобы ставить упаковку на упаковку. Все продумано до мелочей, как сэкономить время, выглядит круто, работает колоссальной скоростью, с колоссальной производительностью. А наши вручную таскают эту древесину. Жесть. Вот так вот ставятся доски. Короче, он подъезжает, подвозит сюда рядышком стопку с древесиной. Я кладу на нее ремни, залажу и перекидываю их наверх. И теперь мы ставим сюда 3 пачки, а я потом просто крючком с другой стороны вытягиваю ремни вниз. И все, и засовываю в трещотки и креплю груз. То есть не надо никаких там фантастических пируэтов, лазить с ними прям совсем. Просто он опускает пачку на уровень пола, я с ногой переступаю на нее, он ее поднимает вверх, я перебрасываю ремни, опускает и ставит. Все. Вот уже пол машины, считай, загружено. Сейчас еще 2 стопки закинем. 3. И 2 в конце. Вот и все, машина почти загружена. Как вам лес? Сзади легковушка приперла. Но не могу просто не снять. Раз проехал. Коптит дизелек хорошо. А мы едем в порт разгружаться парой. Сейчас поскидываем прицепы и поедем. У меня выходные будут здесь, в Гетеборге. 2 дня буду стоять. Постоянно у меня загруженный телефон просто с ним забит. Так, ну что, очередная походка в магазин, только в этот раз это Lidl. Вот, показали мне, где покупать дешевые, ну, нормальные продукты, что можно купить на 695 гривен или 1444 рубля. Или 225 сек в магазине Lidl. Багет. Хлеб выпечный. Из, ну, ихней печи. 4 банана. 12, упаковка 12 яиц. 2 упаковки сыра. Для микроволновки по 300 грамм. Ну, для бутербродов, для всего. 360 грамм бекона. Бекон я уже крепко подсел. Полкилограмма фарша на котлеты. Вот такие стейки 400 грамм свинина.
Помидоры черри 250 грамм маленькие. 2 вот таких банки готовых салатов 200 грамм и 400 грамм. Взял попробовать, очень интересно, что это такое. И 1,5 литра молока. Вот такая упаковка. Вот это 600 гривен, 700 гривен или 1000, почти 1500 рублей. Но в принципе это уже получше, чем я покупаю на заправках. Понятно, что это все самое не самое дорогое из продуктов. И в основном это самое, наоборот, дешевое. Но по качеству достаточно неплохое относительно. Это порт. Называется Stena Line. Здесь прицепы идут на Германию. Паром, который идет на Германию, наш именно. Буду забирать прицепы и тащить на Норвегию. Вот он, наш зверинец. В 2 ряда. Зоопарк. Ну и там еще много стоит всяких. Жесть! Жесть как есть, потому что это пиздец. Оп! За ремень залазим сюда. А нет, все не так уж и печально. Они просто так лежали под боком. Я думал, посыпалось все. Оп! Спрыгиваем обратно. Так. Резина М плюс С обязательно должно быть. М плюс С. М плюс С есть. С этой стороны. Стопы, габариты, все должны быть целые. Сверху ничего не должно быть побито. Прицеп стоит на ручнике, потому что цепляю сразу. Подключаю его к системе. Если вы сначала цепляетесь, тогда можете ручник не ставить на прицепе. Если вы сначала подключаете воздух и все остальное, тогда прицеп обязательно надо сходить поставить на ручник, потому что он может уехать. Когда вот сейчас сниму ручник, на прицепе-то ручник тоже снимется. Все, есть. Так, дальше документы. Вот это документы на прицеп. Это документы на груз. Бросаем в машину. Сейчас будем по ним разбираться, куда нам ехать. Все. Идем проверять. Так, сразу включаю аварийку. Пошли по кругу. Габариты горят. Габариты горят. Поворотники горят, габариты горят. Убираем. Убираем ручник. Здесь все есть. Проверяем. Все, защелкнулся. Вот. Здесь есть, все на месте. Осталось не самая легкая, скорее всего. А нет, достаточно легко получилось это сделать. Все. Наш прицеп зацеплен, он с нами. Берем Наташку и пару фоток на память.
все. Можем выезжать. Все, собственно, вот мы и зацепили прицеп. А мы сейчас поедем на 105-й съезд. Заправимся. Задуемся. От 84. Жарим. Летим. Космос, скорость. Хотя бы машину перестала кидать. Видите, я руль держу теперь. Не приходится подруливать так, как раньше. Ну, это надутые колеса дают о себе знать. Вот, и вести ее почти перестала.